Шикарная пауэрстанция Thomann Flash Speed 1500. Это говорит о том, что, во-первых, у нее скорость зарядки 1500 Вт, а во-вторых, то, что она заряжается за час. И уже из этого мы понимаем, что здесь емкость 1500 Вт-час, вернее 1548, насколько мне не изменяет память, а мне память не изменяет, с крутыми функциями, с функцией UPS, с очень хорошей батареей, поэтому на канале Технозон с обзором поехали. Итак, мы рассмотрим, что у нас есть в этом Thomann из интерфейсов. Первое, что бросается у нас в глаза, это блок зарядки. И здесь у нас все интересно. AC input 1500 Вт. Вот он выглядит вот таким вот образом. Сейчас кабель посмотрим, где у нас лежит. И вы сейчас видите вставочку. Он действительно берет 1,5 киловатта на заряд и заряжается ровно за 1 час. Также у него есть зарядка 12 вольт, 10 ампер до 200 ватт, вот в таком виде. Вы тоже сейчас видите, как он заряжается, но здесь все ограничение того, сколько выдаст ваш автомобиль. Я тоже это заряжал, как и от солнечной панели. От солнечной панели вообще круто, потому что он от солнечной панели берет до 400 ватт, и это нифига себе. Мы получали максимально сотку, потому что наша панель 200-ваттная, и заряжали мы зимой. Ну, так уж устроена технология. Немножечко было у нас пасмурно, ну да ладно. Также у нас есть USB-C out, до 100 Вт выдает по Power Delivery. Сейчас проверим обязательно. Есть окошко, которое нам, давайте его включим, который нам показывает состояние различных интерфейсов. Окошко информативное, 87% заряд держит, как мы оставили. В принципе, все нас устраивает. По яркости чуть-чуть хотелось бы ярче, но в принципе это фигня все. Вот это очень интересный блок, потому что здесь есть поддержка джампера для автомобиля, то есть мы можем стартовать автомобиль, если он разряжен. Сейчас вы видите процесс, как мы это делали. Мы стартовали, нам пришлось докупить к нему приблуду. Приблуда с показом того, что есть реверс. Есть ли реверс или нет, это значит, что она, вот смотрите, у нас здесь есть вот такая вот еще такая штучка, и здесь лежат наши штуки. Вот эта штука в комплект не идет, покупали отдельно. Смотрите, у нее есть кнопка Boost и есть, вот видите, реверс. Это когда, если идет реверс, то значит в машине есть заряд, и идет заряд в обратную сторону на эту штуку. То есть при этом моменте здесь есть защита от реверса. Здесь есть защита от реверса в Thomann, и, честно говоря, мне это нравится. То есть рассчитан он под 12 вольт конкретно, и, ну блин, за это просто плюс. Стоит дополнительная штука чуть-чуть денег. Дальше, кстати, вот кабель зарядки, вот такой вот был. И у нас есть, смотрите, сразу, вот такой вот карман для хранения разных принадлежностей. Закрыли. Вот эта штука позволяет нам, вот покажи, пожалуйста, здесь. Вот так вот. Позволяет нам подключить экстра батарею до 1500 Вт, и можно там вплоть до 3 киловатт, как пишут, но я не видел 3 киловатт, я видел 1,5 киловаттные батареи. Дополнительная ссылочка в описании под видео, можете пойти посмотреть. Классная тема, на самом деле вот такое вот сочетание не часто встретишь на пауэрстанциях. По портам еще у нас есть раздел DC, это там, где у нас есть DC 12 вольт, 10 ампер. Вот такая вот штука. Есть у нас выход 12 вольт вот в таком виде. USB Type A с Quick Charge 1, по крайней мере, и 3 разъема розеток до 1,5 киловатт с правильной синусоидой. Это важно отметить. Больше, в принципе, у нас тут ничего нет. Здесь есть отверстие охлаждения, там кулер, а здесь у нас есть вот такая вот LED-лампа. Кстати, вот это вот DC output, который 12 вольт 10 ампер, это DC 5521. Вот эти вот два штырьковых зарядника, вернее, 2 штырьковых. Ну, батарея тип мы уже с вами проговорили. И емкость 1548 ватт-часов. Смотрите, 3 уровня. Вау! Жесть какая. Здесь тоже охлаждающий такой момент. И ручки. Удобные ручки для переноски, потому что весит она много. Но давайте с вами перейдем чуть-чуть, потестируем это все действие.
Ну что, рассмотрели порты? Прикольно, да? И вот эти штучки прикольные, все вам понравилось. Я знаю, что понравилось. А теперь поехали с вами посмотрим по характеристикам, чего ж нам там заявляют. И первое, с чего мы начинаем, то что это здесь литий железофосфатный аккумулятор. А это очень хорошо. Это очень хорошо для того, чтобы мы имели, во-первых, хороший срок службы, во-вторых, безопасность. И в-третьих, ссылку на проверенного продавца я оставил в описании под видео. Заказывал я в Украину через NP-шоппинг. А вообще, слушайте, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные обзоры. Ну и что тут пишут? Тут пишут, что на момент съемки этого видео она стоит 800 евро. У нас есть вот это вот 1500 ватт на 1548 ватт-час емкости с максимум выдаваемой мощностью 3000 ватт. Это так называемая WebIon Tech, это, знаете, у них технологии, они так назвали. Теперь заряжается она 1500 ватт от AC инпута, 400 ватт от солнышка и 200 ватт от машинки. У нас есть возможность добавить батарею дополнительную от 1548 ватт-час до 3096 ватт-час. Батарея у нас поддерживается вот такая вот, есть на 1548 ватт, это экстра батарея. Цена, конечно, блин, я вам скажу, нет, это не та цена, вот цена. Цена 599 евро. Есть дополнительный комплект, это которая 2200 ватт плюс 3096 ватт и плюс солнечная батарея. То есть это у нас такой, знаете, комплектик из двух батарей. Будет стоить нам 1528 евро. Это, кстати, неплохой комплект. Или можно, вот, смотрите, 1000 Jump 1500 плюс 2376 ватт дополнительная батарея. Это будет стоить 1428 евро. И плюс еще солнечная батарейка. Отличное решение для, во-первых, для путешествий, для морских путешествий, для кемпинга, для блэкаутов, для армии, для всего чего угодно. Для армии вообще отличная тема. Тут немаловажный момент, что данные пауэрстанции поддерживают чистую синусоиду при выводе, и это немаловажный аспект при подключении достаточно чувствительных приборов. В частности, я его подключал к котлу отопления и холодильнику, и при этом он еще и гад работает в режиме UPS. Режим UPS мы с вами проверим. То есть это когда он не заряжается постоянно, а постоянно не берут у вас источники потребления из батареи, а берет напрямую, пока заряжена батарея. Если вдруг что-то случается, он переключается. Ладно, тут такое дело. Теперь у нас есть, давайте посмотрим, что они тут показывают. Спецификация. Вот смотрите, как экстра батарея подключается. Вот это классный комплект. Я такой комплект мечтаю. Мне вот на батарею еще накоплю и будет вообще супер. Так, в описании поехали. Эргономика тут нас не очень интересует. Про батарею мы уже поняли. Это мы тоже уже посмотрели. Как-то скудненько показывают, рассказывать. Приходится рассказывать все самому. Ну, наверное, если выберем базовый. Это мы про батарейку смотрим. Вот это мы даем вообще. Ну, спецификации самой станции, Flash Speed. И здесь уже у нас немаловажный момент есть. Вес великоват. Очень тяжелая, честно вам скажу. Ну, это когда честная пауэрстанция, то там и вес, само собой, будет отличный. Где же у нас тут все фичи написаны? Ну, читаем. WebIon технология до 3000 ватт. UPS функция. Вот она. Меньше 20 миллисекунд. Сейчас на тестах увидите, это классная тема. Ваш компьютер даже не поймет, что у вас что-то отключилось. То есть она может работать 24/7 в таком режиме, когда она включена в розеточку и когда у нас идет потребление основных источников на 1,5 киловатта. Это очень хорошее дело. Ну, V-Steering вы уже видели, да, то есть я вам показывал, у нас есть кабель и показывал, что мы тоже стартовали машину с помощью вот таких вот клещей, но они, честно говоря, я их находил отдельно и попробую вам ссылку тоже закинуть в описании под видео. Это конкретно модельная штука, которая не идет в комплекте, хотя, честно говоря, очень жалко. У них прикольный дизайн, то, что их можно ставить один на один, они, знаете, как называют, stackable дизайн, они состыковываются. У него сверху есть вот этот вот бокс, мы уже это поняли, и
ручки очень удобно. Как они заявляются? Ну, не заявляются, а фактически. Фактически, с учетом того, что здесь фактическая емкость нормальная. Кофемашина на 1000 Вт 1,3 часа проработает непрерывного. Непрерывно, но мы же кофемашиной не пользуемся 1,3 часа непрерывно. Холодильник от 18 до 36 часов, в зависимости от его потребления, там в среднем 70 Вт они берут. Микроволновка, если там 1200 Вт, 1,1 час непрерывно будет. Потом посудомойка 2,6 часа по 500 Вт, если она. Потом индукционная печь 1,1 час 1200 Вт, которая, а телевизор 16 часов на 80 Вт. Ну, как мы видим, 1500 Вт зарядка, это мы подтверждаем. 400 Вт зарядка от солнышка вообще отличный вариант. И зарядка от машинки мы тоже делали, все тоже отлично работает. По описанию мы уже рассмотрели. И есть у нас, смотрите, Super Safe Life BMS. Очень классная тема. Life BMS это battery management, такой себе прикольный, от Втоман. Ну, я его называю Втоман, потому что на немецком это FAO. Здесь есть зарядка от перезаряда, вернее, защита от перезаряда, от перенапряжения, от короткого замыкания, от глубокой разрядки. У нас есть при высоких температурах защита. Есть у нас защита от обратного, скажем так, от реверса. Короче, она максимально защищена, и, честно говоря, мне это очень-очень нравится. Давайте мы сейчас потестируем ее честность. В том плане мы посмотрим, сколько она выдает. Держит ли она выше 1,5 киловатт. Для этого мы будем использовать дуйчик больше, чем 1 киловатт, чем 1,5 киловатта. И чуть-чуть потестируем именно ее в качестве UPS. Для кого она может подойти, я вам уже сказал. Морские путешествия, допустим, простые путешествия, в любом моменте, на строительстве на выездном, для блэкаутов, для армии, для всего чего угодно, для дома. Это классная тема. Все, переходим, тестируем и потом уже сделаем выводы. Ну что, будем с вами тестировать уже саму станцию. У нас есть вот такой вот универсальный дуйчик. Это очень классная тема для тестирования. Мы выработали у себя наконец-то методику. Такого дела. Есть у нас еще нагрузочка под Type-C и Type-A. Ну, Type-C нас больше волнует, конечно же. Хотя он показывает отлично у нас нагрузку. Да? Вот эта штука, она соответствует действительности, слава богу. Так, пробуем на, скажем так, протоколы быстрой зарядки. Так, выходим. И смотрим, что у нас показывает Type-C. Power Delivery 100 Вт. То есть это уже хорошо. Apple 5 вольт 2,4. Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+, Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 20 вольт, Samsung AFC до 12 вольт, FCP до 12 вольт, SCP до 40 Вт, до 12 вольт 4 ампера и МТК PE 2.0. Слушайте, ну кроме Oppo VOOC у него есть вообще все. Вот это, кстати, удивительно. А ну, второй порт пробуем. Здесь то же самое. 2 порта быстрой зарядки. Это очень хорошо. Прям вот топ-топ. Сейчас смотрим, что он по Samsung у нас заявится. Все то же самое, один в один. Один в один порт. Ну, это прям вообще хорошо, слушайте. Я такое редко встречал. Молодцы. В этом плане молодцы. Давайте попробуем сейчас на него нагрузочку дать. Power Delivery Trigger. 20 вольт 5 ампер. Правильно? Сейчас посмотрим, что он у нас там выдаст. Сколько он максимально нам покажет. — 41 Вт. Я тут контролирую. Пока совпадает. Ну, оно перевернутое. На 100 ваттах погасло. Пережал чуть-чуть. Смотрим, 98. 103 ватта. 103 ватта держит, 105 ватт. То есть, и при этом, смотрите, у нас вольтаж 19991. У него нет проседания по вольтажу как таковому. Не знаю, видно там или нет, но вот это вот топчик. То есть, отвечает заявленным характеристикам. 100 ватт выдает.
Это хорошо. Проверяем Type A. Давайте сейчас посмотрим, что у нас по Type A. По Type C все понятно. Тут как бы меня интересует именно с QX Charge. Сейчас мы это уберем. Именно с QX Charge момент. Type in. Да, поехали, посмотрим. На автодетекте Power Delivery нет, само собой, на Type A, но есть QX Charge. Вот, пожалуйста, до 12 вольт. QX Charge 2, QX Charge 3. Наверное, Samsung HFC до 9 вольт. Да, так и есть. FCP 9 вольт, SCP нет. А ну по МТК смотрим. Здесь у нас как бы все стандартно абсолютно. Все, есть. Попробуем нагрузку дать и посмотреть, что он там нам покажет. QX Charge 3. Выставили 12 вольт. 12,2 максимально дает. Воткнем нашу нагрузку. Можем смотреть здесь. Будет все видно, насколько он погаснет. Так, сейчас 18 ватт. Ну, 17-16. Ждем, пока погаснет тестер. Пока сбросит. 15, 19, 24 ватта. Все, сбросило. 24 ватта максимально он вытянул. А ну, еще раз пробуем. 17, 20, 22. 22 ватта. 22 ватта быстрая зарядка. Ну и здесь 5 вольт, 24 ампера. Здесь даже мерить нечего, потому что у него быстрой зарядки нет. С этим хорошо. Теперь я хочу проверить, насколько он у нас вытягивает такой интересный квест. У нас первое деление. Здесь у нас есть два деления. Первое деление киловатт, второе деление плюс 1 киловатт. Мы включаем на простое проветривание, скажем так. Ух, он погнал как. И здесь же мы с вами проверим режим UPS. Чуть-чуть попозже. Сейчас 1 ватт, включаем 1. У нас сейчас потребление 900 ватт. Он мгновенно включил дополнительный вентилятор охлаждения. У него 2 вентилятора охлаждения с обоих сторон. И пробуем тест на нагрузку. 1789 ватт, пожалуйста, он держит вообще без вопросов. То есть у него есть, у него 1,5 киловаттная, но в пике он в сумме может давать до 3 киловатт. То есть в данном случае у нас 1789 ватт он держит вообще просто идеально. Переходим на единичку. Все отлично. А вот теперь вопрос с режимом UPS. Для чего нужен режим UPS? Очень классная тема. Почему? Потому что у нас есть UPS с режимом срабатывания определенное количество миллисекунд, которые мы с вами уже обговаривали. На вентиляторе очень хорошо видно, если сброс, то есть когда он работает в сети постоянно и, допустим, от него могут постоянно работать устройства. Это он будет работать в режиме UPS. Давайте сейчас я подключу питание, и вы все это увидите. Сейчас он начал заряжаться. Мы видим 84%, сейчас он пойдет зарядка, 265 ватт. Сейчас он разгонится на максимум. И нам нужно дождаться максимальной зарядки, чтобы он работал в режиме UPS. Поэтому чуть-чуть буквально подождем. Здесь будет на 15 минут зарядки. Встретимся с вами через 15 минут. Видите, он догнал до 1,5 киловатт. 1433, ну 1510 я максимально видел. Ждем. Так, что мы делаем? Смотрите, у нас зарядочка 100%. Прошло буквально 15-17 минут. 15 минут в данном случае прошло. Мы включили уже эту штуку. Сейчас он работает в режиме UPS. Здесь нет никакой дополнительной индикации. Воткни, пожалуйста. Подержи, да, подержи. Мы включаем ноут. Тут, чтобы у нас было все так. Сейчас он просто работает в режиме UPS. Вот выключили, вот включили. Все. Если мы включим, то есть если мы включим сейчас потребителей основных питания, то у нас будет здесь показывать вот нагрузку, да, там 1007 ватт. В чем заключается режим UPS? При прекращении питания у нас не должен вентилятор вообще остановиться. И при этом у нас сейчас не идет зарядка батареи постоянно. Вы видите индикацию, у нас всего лишь 1 киловатт идет на потребление. Если мы сейчас резко выткнем, снимаю вентилятор, видно, да? Смотрите. Мы только услышим щелчок. Все, вот, у нас вентилятор не остановился, и он даже не почувствовал, он даже не просел. Даже не почувствовал. У нас ноутбук, он меньше стал потреблять. Вот пошла разрядка. Он работает от, скажем так,
батареи. То есть этот весь процесс происходит таким образом. То есть раз у вас пропал свет, у вас ничего просто не произошло, допустим, какие-то устройства, там роутер стоит, например, там газовый котел или еще что-нибудь, допустим, появился свет, вам не надо его постоянно выключать из питания. То есть появился у нас свет, он доберет заряд потихоньку, и все, и будет у нас он продолжать работать в режиме UPS. Сейчас он пошел заряжаться, он сейчас показывает режим заряда, это он показал цифру зарядки в 95 Вт, он сейчас догоняет 1% на 95 Ваттах. Сейчас он не показывает нам потребление, но при этом вентилятор продолжает работать, и ноутбук тоже, это 1007 Вт, мы с вами видели там, да, вариант. То есть мы можем с вами подождать окончания зарядки. Давайте ждем. Опа, смотрите, 99 перестала моргать, 100 и все. И он отключил зарядку, отключил ее и показывает сейчас напряжение. Вот эти все приборы на АЦ, они даже не понимают, что происходит. То есть они не чувствуют момента переключения. То есть выключился свет, у нас пошел, они не останавливаются. Включилось обратно, все обратно. Мы только слышим легкий щелчок переключения реле. Все. Все, вот это вот наш тест. Давайте уже проходить, резюмировать данную пауэр-станцию. Слушайте, ну в качестве выводов скажу. Классная фишка, обалденная. Мне настолько сильно она понравилась, что мы ее действительно рекомендуем. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.